Серьезно? Вы ходите такие вопросы задаете? Очень агрессивно со стороны Украины себя ведет. Охраняют Россию от украинцев. Украина просто стала жертвой. Все, что вы увидите в этом ролике, это результат государственной пропаганды на российском телевидении. Мы против политики Путина по отношению к Украине, и мы против нарушения международных обязательств России. Я сам с войны, там же был. Это защита наших там. Ну, от кого? От них. Наш президент миролюбивый человек, и он никогда не допустит. Даже сейчас там идет в Донецке что-то продолжается. Путин помогал, переселял сюда их. Мы же никогда первыми не нападаем. Граждане просвещенной цивилизованной страны в 21 веке не могут приветствовать войну и захват чужих территорий. На раз их задаем. Возможно ли война между Россией и Украиной? Нет. Потому что никому война сейчас не нужна. Зачем война? Может ли произойти так, что Владимир Путин введет войска в Украину? Вот как думаете? Он уже вел. Там уже стоят на границе войска. Как считаете, правильно это? Нет? Зачем это вообще? Я откуда знаю? Ну, я же государство никакого отношения не имею, что-то у них на уме. Не знаю, что они хотят. Может быть, как-то запугать военной мощью и так далее. Это же единственное, что Россия сейчас может сделать, это военную мощь наращивать и показывать всем, какая военная мощь крутая, потому что по другим параметрам абсолютно ничего противопоставить. Может ли Путин начать военное вторжение на территорию Украины? Нет, я думаю, нет. Потому что Путина политика я знаю, я очень люблю его политику, он нет. У него нет, он не агрессор он. А почему вы любите его политику? Ну, потому что я знаю его, он много чего сделал для народа он. Что конкретно? Развивается вот город, именно Москва. Встаем с колен. Да, я с 86-го года здесь служил в Москве и остался. Вчера только я сыну армию отправил. Конечно, нет. Почему? Ну, потому что Украина это СНГ. Зачем нам воевать с дружественными странами? Что вы думаете по поводу вот этих видеосъемок о том, что войска стягиваются к границе? Я ничего не видел. Вы видели, как Россия воюет? Когда она в Сирию истребители отправила, в Украине какие-то другие войска воюют, я не знаю. Нет, что за бред? Вы видели, что войска там стягиваются к границе? Вот в интернете новости. Что сказал? Только что сказал. В интернете прям фотографии со спутником. Написано. Нельзя такое верить, все нормально будет. Нет, ни в коем случае. Вы что? А вы не видели новости вот со спутников, что вот войска стягиваются к границе? Как вы думаете, зачем это? Никто ничего не стягивает. Да ладно, вы что, ну какая? Нет. Возможно ли война между Россией и Украиной? Да ну вы что, какая война? Только мир. Владимир Путин – это политик, большой политик, грамотный человек. Он делает все для того, чтобы себя превознести в историю. Война между Россией и Украиной вообще возможна? Большой вопрос, ну знаете, я думаю, что это нежелательно. Ну, это страшно, по большому счету. Не дай бог. Все-таки вы оставляете какой-то шанс на то, что такое может быть? Но я думаю, знаете, я думаю, не дай бог. Это вообще не дай бог. Братские народы, слушайте. Но я думаю, что умы какие-то найдут в любом случае какие-то решения. Да. Да. А почему? Не знаю. Я думаю, что нет. Мне кажется, да. Ну, потому что мы и выручали столько. Выручали в чем? Ну, когда у них война там была. Какая у них была война? Не помню, вот недавно. Которая даже сейчас там идет в Донецке что-то продолжается. Путин помогал, переселял сюда их, когда война была. Сомневаюсь, однако. А как вы думаете, вообще возможна война между Россией и Украиной? Не знаю. Видели новости, что вот стягивают? Невозможно все. Но новостям сегодня верить. Сегодня эпоха фейков. Может ведет, может не ведет, жизнь покажет. Как вы думаете, вообще возможна война между Россией и Украиной? Я же говорю, в жизни возможно все. Ой, серьезный вопрос. Да нет, конечно. Мы не озадачивались такими вопросами. Нет. А почему? Нечего там делать. Нечего там делать. Нет. Думаете, нет, а почему? Ведь стягивают сейчас уже войска, со спутников видно, как техника там передвигается. Путину вообще никто. Чего Путин? Так что не Путин решает. Может ли Владимир Путин ввести войска в Украину?
Вы вернетесь? Нет. А почему? Я не придумал ничего смешного. Я тоже. Честно. Да нет, не может. Потому что сейчас не то время уже. Геополитические войны по-другому ведутся. Думаю, нет. Нет, а почему? Ну, потому что, как бы наш Владимир Путин не даст такого. Лидер и борец. Вокруг границы с Украиной войска, как думаете, зачем это он делает? Охраняют Россию. От кого? От украинцев. Ну, чтобы не захватили там, на всякий случай предупрежден, значит вооружен. Хороший вопрос. Я считаю, что невозможна война России с Украиной, потому что то, что происходит в Донбассе, это не является войной России и Украины. Это борьба России за свое влияние вообще в мире. Американские власти позволяют себе ущемлять интересы внешние российские, то Россия асимметрично должна отвечать. И Украина просто стала жертвой. Ведет ли Владимир Путин войска в Украину на территорию? Нет, не ведет. А зачем тогда вот со спутника есть видеозаписи, что наши войска вокруг границы? Как думаете, зачем они там? Да, просто запугивание и все. Я думаю, что нет. А почему? Может, надеюсь на то, что будет все хорошо у нас. Российской Федерации с Украиной не допустят до такого. Возможно ли, что Владимир Путин введет в Украину войска? Нет, вряд ли. Потому что это никому не выгодно. Зачем тогда на границе с Украиной циркулируют войска? Я думаю, это просто для того, чтобы такую обстановку сделать, чтобы как бы боялись. Возможно ли война между Россией и Украиной? Думаю, нет. Почему? Потому что, не знаю, война может только на политическом уровне, а, по крайней мере, друг друга, я думаю, люди уважают. Возможно ли, что Владимир Путин ведет в Украину войска? Я думаю, что он уже вел, скорее всего. Как это не начало военного действия, военного конфликта, вот как считаете? Ну, нет, пока. А зачем тогда это? Не могу ответить на этот вопрос. Ну, точно не смогу ответить. Даже предположений нет. Нет. Нет, а почему? Потому что в 21 веке живем. Думаете, не будет никакой? Нет, я этих кадров не видел. Во-вторых, если усиливают границу, может быть, есть в этом необходимость. Я просто к тому, что ввода войск на территорию суверенного государства не допустят. Если они и будут, то это будет как-то заранее урегулировано. Короче, до конфликта не дойдет. Конечно, и будет завтра. А это весело? Она ж уже идет. Я сам с войны, там же был. Нет, наверное. Как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести войска в Украину? Вполне. Не может, да? А как вы думаете, зачем? Там русскоязычное население, соответственно, возможно. Русскоязычное население есть во всем мире? Во весь мир просто... нужно вводить войска? Не могу сказать точно, как. Нет. А нет своего мнения. А как думаете, вот это вот со спутников видео, что на границе уже войска, к чему это, зачем это со стороны России? Время пройдет, посмотрим. Это чтобы у нас были темы для ДЗ по политологии. Да никакая война может быть. Это невозможно? Конечно. А как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести войска в Украину? Нет. А зачем тогда на границе войска сейчас? Знаете, перестраховка. Кого? Сами знаете. Наша война с ними развязана нашими политиками и нашим телевидением, к сожалению. И умирает очень много невиновных людей. Просто у меня даже сложилось такое ощущение, что нам надо куда-то деть те военные запасы, бомб и патронов, которые у нас остались, поэтому мы развязываем войну самым близким народом для нас, я считаю. Я сам из Дагестана и мусульманин, и моя религия предписывает братское отношение и уважение друг к другу в первую очередь. А то, что делается сегодня, я не знаю, как на это реагировать. Больно, потому что мы стараемся, мы пробуем, но у нас не получается воздействовать на это. Но ничего страшного, чем ближе крах империи, тем плохие ее законы и становятся. Нет. Почему? Потому что я не хочу высказывать свое мнение по этому поводу более подробно. Может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Нет. А зачем это ему надо? Защитная реакция, просто защитная реакция против американцев, которые лезут туда. Вот и все. Американцы лезут к нам? Нет, они к нам не лезут. Они просто дербанят Украину и все.
Серьезно? Вы хотите такие вопросы задаете? Да нет, Возможно, а почему? нет смысла. Воевать? Да. А как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Ну, разве что в качестве устрашения, я не знаю, но это не имеет смысла просто. Сама война. Введение войск ради устрашения – это ли не начало военного конфликта и последующей войны? Нет, это предостережение, чтобы не нагнетались отношения сильнее. Если их ввести войска, не будут ли эти отношения больше нагнетаться, чем если их не вводить? Да просто оставить все на своих границах, обозначить территории. Думаю, нет. Может ли Владимир Путин ввести войска в Украину? Может. Может, да? Да. А как вы считаете, вообще возможна война между Россией и Украиной? Все возможно. Все зависит от штатов. От того, как в Штатах? Конечно. Мозги-то все-таки у людей есть, у тех, кто там это решает. Может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Так они уже там, я думаю. Как вы думаете, наличие их там – это ли не начало военного конфликта и последующей войны? На данный момент это защита наших там. От кого? От кого? От них. Я думаю, что нет. Я думаю, не решаться. Мы не решимся или Украина? Нет, Украина. Может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Если будет нужно, то может. Одобряете ли вы введение войск? Одобряю. Очень агрессивно со стороны Украины себя ведет. Россия не ведет себя агрессивно также? Я считаю, что нет. А какая агрессия с нашей стороны? Все сделано по закону. Крым отжали. Как это Донбасс? отжали? Крым испокон веков был русский и будет русский. То есть вы считаете, все-таки это Украина ведет агрессию, а мы защищаемся? Естественно, им не понравилось это, но извините, хотели отделиться, отделились. Я думаю, не решатся они. Кто они, мы или они? Они. Они не решатся воевать с нами. Да. Может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Провокации, чтобы не было. Во-вторых, там всегда были войска, там Ростовская область рядом. А провокации от кого, чтобы не было? Какой провокации? Провокацию со стороны Украины. Не Донбасса, естественно, Луганщины, а Бендеровщины. Такой вид устрашения войск на границе суверенного государства? Нет, устрашения там, я же говорю, там всегда были войска. Я жил там, поэтому знаю, даже в 90-х там всегда были войска. Там же воинских частей полно, в Ростовской области. Я думаю, нет. А почему? Потому что это нереально. Никогда. Наш президент миролюбивый человек, и он никогда не допустит этого. Скажите, а вот то, что на границе сейчас стягивают войска, зачем это так, это действие? Они учения проводят, это наша территория, мы имеем право. Нет. Нет, а почему? Потому что это все пропагандизм, война. А так мы один народ. А как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести войска в Украину? Может. Он все может. Нет. Нет, а почему? Не знаю, не смотрю новости. А как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Думаю, нет. Он хороший мужик. И смысла нет, и они не соперники нам. Они противостоять нам долго не смогут. А как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести войска в Украину? Думаю, нет. А вот то, что на границе войска сейчас в новостях показываются. Это просто учение, все. Учение. Может ли начаться война между Россией и Украиной? О, Господи, не дай бог. Нет, не может. А почему? Я предотвращу это. Нет, конечно. Почему? Почему да? Может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Нет, это опасно. Это может быть служить последствиями начала войны. Войска находятся сейчас на границе с Украиной. Это вот зачем такое действие со стороны наших властей? Это предварительные меры. Для предотвращения вмешательства какого-то. А для предотвращения чего? Для создания атмосферы такой пугающей. Пугающая атмосфера. А зачем нам создавать пугающую атмосферу и кому-то угрожать? Чтобы у людей даже мысли не было о нападении. Нет.
Нет, нет. Ну, возможно, но это будет плохо. Вот. А как вы думаете, может ли Владимир Путин ввести войска в Украину? Ничего не знаем про Владимира Путина. Да, не знаю. Возможно ли война между Россией и Украиной? Я думаю, нет. Все-таки мы живем в мирное время. А может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Вполне, да. Может, они там уже есть. А как вы не считаете ли, что вот введение войск это как некое начало военного конфликта и последующей войны? Я все же думаю, что если данное действие случится, то все равно будут люди, которые будут против этого, и они как-то ладят этот конфликт. Я думаю, нет. Потому что у нас все есть, а у них ничего нет. Америка не пойдет против России никогда, я думаю. Пока Путин у власти. Может ли Путин ввести в Украину войска? Я думаю, пока нет. Я думаю, нет. Зачем тогда на границе с Украиной, вот со спутников кадры о том, что наши войска? Я думаю, нет. Это просто, правильно, не вон в новостях все говорят, что это просто наши территории, они как учения или как там они свои эти производят. И пока Путин у нас при власти, я думаю, беспокоиться не о чем. Нет. А почему? Потому что это один народ. Ну, это, значит, нужно обращаться по поводу этого. Если я не знаю про войска ничего, просто я занятый человек. Вот. А обращаться в соответствующие органы по этому вопросу. Это не ко мне. Не знаю. Я вообще не в теме, извините. Не хотелось бы, конечно. Потому что это же наши братья, это же россияне. Никак не хотелось бы. Даже думать страшно. А может ли Владимир Путин все-таки ввести войска и... Но это будет от ситуации уже. Когда будет необходимость, скорее всего, будут вводиться. Ну как, наверное, уже какие-то военные действия. Мы же никогда первыми не нападаем. Какие-то провокации, военные действия. Конечно, ответим. Кто к нам приходит с мечом, тот и уйдет с мечом. Да там с кем воевать-то? Тем более им с нами воевать, я думаю, смысла нет. На раз их задаем. Как вы считаете, вообще война в 21 веке это хорошо или плохо? Плохо очень. Может ли Владимир Путин ввести в Украину войска? Я, конечно, знаком со всеми этими моментами, но мне это так неинтересно. То, что там у людей происходит, как-то не по-человечески, что ли, как это назвать. То есть жизнь там не удается у них какая-то. Что-то делят какие-то земли. У нас вот нормально все вроде как. Ну и то тоже. В России живем, и все не очень. Но воевать с кем? С Украиной, я не знаю, если максимум с Америкой. Только тоже смысл в чем? Нет. Невозможно? Нет. А почему? Россия мощная, а Украина слабая. То есть войны не будет? Нет, они боятся. А Украина? Ну кто? Ну не я же, конечно. Что вы пытаетесь с вашими вопросами? Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал. И спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Мы понимаем, что это было немного тяжело.